I'm delighted today to be welcomed by Alexander Nezvorov, born in Leningrad in 1958, a journalist, news presenter, film director, screenwriter, politician, and blogger. He is also likely one of the Kremlin's most implacable, vocal, and acerbic critics. Well, we're going to give more biographical detail in the description of the video and through the course of our conversation. But for now, Alexander, добро пожаловать в Silicon Curtain. Доброе утро, уважаемый. Рад вас видеть и рад буду ответить на ваши вопросы. Меня только немножко смущает ваша доброжелательность, потому что мне всегда гораздо уютнее в бою, чем в дружеской беседе, где я порой вынужден прятать ногти, втягивать ногти и работать мягкими лапами. И я бы просил вас тоже быть пожестче для того, чтобы наш разговор был бы интереснее для... Я знаю, вы исключительно деликатный и воспитанный человек, но здесь тоже, пожалуйста, выпускайте когти. Ногти появятся. Надо объяснить, что я жил в коммунальке, поэтому как-то жизнь не всегда была мягко, скажем так. Начинаем с Трампом. Конечно, с ним почти невозможно, когда мягко говорят. Трамп сказал, что Путин сумасшедший. Это, по-моему, первый раз он такого сказал. Но что на самом деле он сделает в ответ этого? Мне кажется, ничего. Вы знаете, я думаю, что мы не будем забегать вперед именно потому, что Трамп отличается абсолютной непредсказуемостью. И пытаться пророчествовать здесь пустое дело. Тут гораздо более интересно то, почему он решился это высказать, и почему все-таки вот эта рука реальности дотянулась и до горла Трампа, вынудив его сознаться в том, что он это заметил. Да? Дело в том, что да, это абсолютно справедливо, но вопрос не только в том, что Путин сумасшедший, да? При том, что я думаю, что слово «сумасшедший» слишком обтекаемое и общее. У него есть, да, у него как бы зримо наблюдаемо так называемое садистическое расстройство личности. Оно, безусловно, и неоднократно уже все психиатры мира ставили этот диагноз и показывали. Вопрос в том, есть ли что-нибудь, кроме садистического расстройства личности, что управляет поведением, поступками Путина. Трамп здесь переоценил свои связи старые. Он не понимает, что, да, несколько лет назад он еще общался с человеком, который маскировал свою болезнь, но сейчас эта болезнь побеждает. Вообще, давайте обсудим, что такое вот это вот садистическое расстройство личности. Это, ну, чтобы не быть голословным, у нас как бы есть работы Стивена Хайкера, Джеймса Райха, Баклса, Теодор Миллон вывел 4 типа садистов, но сейчас из реестра психических болезней это удалено, этого нет, такого заболевания не существует. А знаете почему? А потому что это умные адвокаты стали использовать в судах для того, чтобы добиваться оправдания своих подзащитных. Потому что если это болезнь, то и спрос абсолютно другой. Поэтому из ДСМ, из диагностического статистического руководства по психическим расстройствам, это было садистическое расстройство личности, было удалено. Но Путиным руководит не только его болезнь. Сама по себе болезнь, она максимум, до чего может довести человека, это до того, что он будет где-нибудь за помойками ржавым ножом резать
случайных жертв, необходимо, чтобы совпало садистическое расстройство личности с маниакальным исповеданием определенной идеологии. И вот эту идеологию, как вы знаете, в России с примерно конца XVIII века до настоящих дней эту идеологию культивируют. Эта идеология русских как высшей расы, русских как хозяев мира, по крайней мере, хозяев континента, куда входит и вся Европа, и все остальное. Разумеется, у Путина еще должна была, конечно, сработать вот эта дикая лживость. Но лживость – это обязательное профессиональное качество чекиста. То есть чекист не лживый, непригоден. Он не может ни провести оперативные работы, ни допрос. Он должен быть лжив, и за годы работы в КГБ эта лживость впитывается, пропитывает человека полностью. То есть Путин состоит из трех частей: из садистического расстройства личности, из российской русской идеологии и из лживости. Трамп это все заметил. И как только он заметил, отметьте, уважаемый Джонатан, немедленно перевернулась вся картина, вся международная картина мира. Русские СМИ объявили эту тему запрет. Нигде, ни в одном российском СМИ не упоминается о том, что Трамп назвал Путина сумасшедшим. Естественно, естественно. Да. Это серьезная очень история, потому что другое дело, что мы боимся, мы все боимся того, что Трамп завтра может сообщить, что он этого не говорил. Он необычайно ветренен. Но проблема Трампа в том, что, как и, кстати говоря, проблема вообще всего Запада. Он не понимает Запад, с кем он имеет дело в лице России. Он полагает, что русский народ находится в рабстве и под дулами чекистских автоматов вынужден, скрипя зубами, поддерживать и войну, и репрессии против самих себя, против самого себя. Это не так. Вот вопрос, простой вопрос к вам. Является ли эта война преступной? Естественно. Второй вопрос. Поддерживает ли эту войну российское общество? Невозможно сказать, конечно, потому что данных не существует, но я бы сказал, что часть населения, да, наверное. Но цифры я видел, это где-то 15-20%. Более того, 60% как-то равнодушны или просто хотят жить свои тихие жизни, не думая о политике. И есть, естественно, те, которые против. Но это западная версия, академическая версия. А может быть, не прав. Интересно ваши мысли об этом. Нет, она, конечно, очень оптимистическая версия, потому что, знаете, тот, кто проходит мимо изнасилования ребенка, уткнувшись в свой телефон, и не обращает на это внимания, не кидается на насильника, не звонит в полицию, этот человек идет за соучастие сокрытия. Он, он садится на ту же скамью подсудимых, что и преступник и его сообщники.
И вот эта вот трусость вообще не является извинением для человека. И судебная практика, правовая практика не принимает трусость как смягчающее или некое алиби, да? Трусость – это не алиби. И вот та трусость, которую демонстрирует большая часть населения, тоже не извиняет. Они все равно остаются поддерживающими пассивно, безвольно, из соображений страха. Но М, это поддержка, это то, что ему надо для того, чтобы эту войну продолжать. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что эта война поддерживается народом. А может, еще хуже, что люди мы думаем, что они равнодушны или просто не хотят вмешиваться, но они охотно ищут отговорки. Типа они говорят, что все неоднозначно, или мы не знаем, или кто-то знает. На самом деле должна быть причина, почему Россия начала воевать и так далее. То есть мы видим это как отговорка, но они специально пытаются, ну, покрыть себя с этим отговорком, чтобы ничего не делать, чтобы не воспринимать ответственность за все. Ну, я думаю, что э, здесь опять-таки вами рулит очень гуманистический, очень западный взгляд, где вы позволяете каждому отдельному человеку, ну, скажем так, иметь собственное мнение. В России этого нету. В России общественное мнение, в России общее массовое сознание совершенно иное, чем на Западе. Запад в этом смысле в миллионы раз более индивидуалистичен. Запад все-таки сложен и является суммой множества индивидуальностей, в отличие от России, в отличие от СССР, Российской империи, где было приоритетным и всегда главенствовало коллективное сознание, коллективное мышление, где всегда была нетерпима иная точка зрения. Это было всегда и везде. Поэтому, поэтому зря вы этим людям, которые ссылаются на неоднозначность, незнание, неопределенность, предлагаете, ну, скажем так, тоже разновидность некого алиби извинений. Нет. На самом деле все прекрасно знают. И уверяю вас, самое страшное, самое болезненное для ваших рафинированных западных ушей, простите меня, друг мой Джонатан, это то, что все понимают. Все понимают преступность войны, все понимают подлость войны, все понимают невозможность войны, и тем не менее она доставляет им наслаждение и удовольствие. Ибо у России нет другой исторической роли. И Путин здесь прав. Путин прав на 100%, потому что если Россия не будет оккупировать, убивать и паразитировать, у нее нет другого дела в мире. Она скатится и превратится в никому не интересную маленькую неведомую странишку, с бедную, нищую, от нее отвалятся завоеванные, покоренные малые народы и регионы, исчезнет ее смысл существовать. Возможность быть заметной, яркой, важной и главной, она не может основывать на научных открытиях. В России очень плохо
с наукой, и это не домысел, потому что если мы возьмем просто объективные цифры по числу нобелевских лауреатов западного мира, это там уже близко к цифре 460 и 14 лауреатов Нобелевской премии. Я имею в виду в серьезных дисциплинах, не там каких-то литературах, да, а физика, химия, физиология, Математики медицина. и так далее. Да. При том, что нельзя говорить, что Нобелевские премии не давались русским по политическим причинам. Нет. Был такой Александр Михайлович Прохоров, советский физик, гадина немыслимая, вот просто вот весь из себя искрящийся сталинист, доносчик, негодяй, каких свет не видывал. Тем не менее, он получил свою Нобелевку, потому что было за что, и потому что его вклад в тему тогдашние, это были, по-моему, полупроводники всякие, был действительно весом. Поэтому нельзя сказать, что русских как-то обижали. Нет, просто действительно с наукой очень все было всегда неважно и плохо по массе причин. Россия на 700 лет отстала в развитии от стран Запада. На 700 лет, потому что первый университет Запада и Европы – это 1070 год в Болонье. Первый университет в России – это 1725. Ровно 700 лет отставания. А за это время в России не было ни наук, ни архитектуры, ни литературы, ни фармакологии, ни медицины, ни астрономии, ни палеонтологии. Не было ничего. Потому что вот когда меня итальянцы спрашивают, да кто же виноват-то? Кто же вот в этом кошмаре русском виноват? Я говорю, так вы же виноваты. Вы же виноваты. Кто Кремль построил? Вы построили. Вы построили ваши Солари, ваши Аристотели, Фиораванти, воздвигли Кремль. Потом французы и итальянцы создали грандиозную декорацию Петербурга. Я бы хотел сказать, да, кто строил Питер, и каналы, фасады и так Совершенно далее. Ну, верно. иностранцы Совершенно в верно. основном. Да. Все заимствованное, и при этом постоянная русская одержимость говорить о уникальности своей культуры. Не было цифры записывали до петровских времен при помощи букв. Не было нот, не было рифм, не было ни единой, скажем так, серьезной, хотя бы заимствованной теории мира, теории происхождения человека, понимания, ничего не было, да? И еще И я при этом напоминаю все зрителям, что не ворованное. было Ренессанс, не было Reformation, не было Enlightenment. То есть это большие движения европейской цивилизации как-то не проникли. Зато в Украине, да, они испытывали эти большие интеллектуальные и социальные изменения. Да, безусловно, совершенно, потому что, как вы только что справедливо заметили, цивилизация – это не просто переодеться в джинсы, это не просто начать жевать резинку и пить колу, да, это путь. Это тяжелый путь. Это ужасный, кровавый путь, когда нужно пройти охоту на ведьм, нужно пройти инквизицию, нужно пройти крестовые походы, нужно пройти э, толпы флагелантов и Савонаролу. Это все надо пройти, это все надо прожить, правильно оценить и двигаться дальше. Это Кустин заметил это, по-моему, в Питере. Он сказал, что они просто
они смотрят на поверхности, они пытаются что-то делать с поверхностью впечатления, но никому в России никогда не был интересен механизм, который, ну, нужно, чтобы творить все эти вещи. Совершенно верно. То есть цивилизация – это путь, это не костюм. И когда Петр I подвергся во время своего великого посольства диким насмешкам, потому что в Голландии специально ходили по улицам глашатаи, которые упрашивали местных мальчишек не кидаться тухлой селедкой в русского царя. Над ним смеялись все, потому что он выглядел как, ну, как царь папуасов, как царь дикарей. Над ним смеялись его объекты его страсти. Английская актриса, которую он пытался соблазнить, курфюрстины. И, конечно, вот эта вот роль вождя дикарей его унижала и раздражала. И поэтому он решил, что просто, ну, как бы надо переодеть народ, и этот народ станет цивилизованным. И он переодел его, он не мог изменить его сущности, потому что этот путь не был пройден. Вся история с Украиной, она, конечно, тоже патологическая, хотя, Джонатан, вы знаете, скажу я вам ужасную вещь. Эта история с Украиной – это история любви. Это история страсти, это история дикой похоти, геополитической похоти. Эта Украина всегда была объектом обожания. А России не сколько обожания, сколько страсти и вожделения. Россия всегда стремилась ею обладать, потому что необычайно богатая земля, потрясающие люди, феноменальные ресурсы, цивилизация иная. И вот когда Россия поняла, что объект страсти уходит навсегда, что развод окончательный, что разрыв полный, вот это тогда старая лесбиянка Россия окончательно спятила. И вот знаете, как маньяк, который вот, которому нужно хоть что-то, вот тогда я отрежу от нее ноги и оставлю их себе. Вот эта вот попытка удержать несколько регионов, имеющих абсолютно другую политическую, смысловую, человеческую содержимость, это вот желание, не знаю, действительно обладать отрезанными ногами Ну, это бывшей как жены. психопат, кто Да, выбросает бывшей кислород жены. в лицо красивую женщину или жену, если она Да, пытается его бросить. Это вот, психопат. да, вот и вот как бы, ну хотя бы, ладно, ушла, но дайте мне кусок ее живота, ее ягодицу, я буду по ночам в них рыдать. Вот так вот выглядит эта вся история. Поэтому отсюда такая маниакальщина Путина, от того, что Путин действительно выражает российские чувства. Вот когда мне все говорят, Путин больной, Путин сумасшедший, Путин маньяк, Путин идиот, я говорю, ребята, назовите мне хоть что-нибудь из того, что делает Путин, чего не делали все русские цари, все русские президенты, все русские правители. Хоть что-нибудь он делает нового. Репрессии. Так это вообще традиция России.
унижение и уничтожение любых несогласных. Традиция, абсолютная норма российская. Оккупация, геноцид соседей. Взгляните, дружище мой Джонатан, на карту Сибири. На карту Сибири XVIII века. Я вам ее пришлю после нашего разговора. Я подозреваю, у вас, скорее всего, ее нет под рукой. Вы знаете, какое количество небольших народов проживало на территории России, на территории Сибири? Какое количество? Их было более 70. И все эти малые народы были уничтожены. Конечно. Очень мало. До 20 века было очень мало русских, на самом деле, прожили там. Мне было всегда удивительно. Можно было поехать несколько тысяч километров, и акцент не изменится вообще с одного конца до другого. Зато здесь, где я живу, в Оксфорде, можно поехать на полчаса, часик, и они говорят совершенно по-другому. С другими словами, другим акцентом, даже другая культура. Да, я не до такой степени знаю Англию, но я по примеру Италии могу вам сказать, что Италия, которая очень молодое государство, потому что в реальности истинная Италия, сегодняшняя Италия сложилась только благодаря Гарибальди и во времена Гарибальди, это у нас 19 век. И мы до сих пор видим идеальную, абсолютную самобытность и иноязычность некоторых регионов Италии. И это нормально для любого государства, это нормально. И при том, что, да, может быть, на словах есть недовольство друг другом, насмешки друг над другом, но мы знаем, до какой степени любая европейская нация умеет искренне солидаризироваться. Ну а что касается англичан, которые вообще много-много веков были главными разбойниками мира и главной военной силой мира, тем не менее мы знаем, что несмотря на все противоречия, несмотря на все, ну, скажем так, мелкие внутренние конфликты, мы видим, как монолитно вела себя Англия во времена Второй мировой войны. Тогда исчезли разногласия между ирландцами, шотландцами, британцами. Не было их. Потом они снова проснулись, потому что, в общем, народу надо как-то развлекаться. Шотландцы бы сказали, ирландцы что-то с этим мыслим. Вернемся Да. к идее Путина. Если чем-то он страдает, то разве это не какая-то историческая мифология, мания исторического величия и миссии? Это не типа обыкновенная болезнь. Нет, конечно, мы понимаем, что если бы это была обыкновенная болезнь, то мы бы вообще ее сегодня бы с вами не обсуждали. Но вот когда три этих страшных фактора совпадают: болезнь, одержимость мессианством и возможность, инструменты для того, чтобы эту одержимость материализовать в размерах мира, в размерах континента, в размерах государств, вот тогда мы видим очередного Гитлера. Гитлер был одним из величайших патриотов. Он, в отличие от Путина, был, правда, не трусом, он был храбрым солдатом, имел серьезную военную биографию, но Гитлер был именно патриотом, помешанным на
германском величии и германской уникальности. При том, что Гитлер, конечно, не был идеологом, Гитлер был наследником германской идеологии XIX века. Знаете, вот, кстати, для вас, наверное, тоже это будет новостью. Кто был основоположником германского фашизма, германского нацизма? Не знаете? Я сказал Ницше, но я не знал, что... Ну, братья Гримм. Братья Гримм. Братья Гримм, которые собирали, которых мы знаем как милых сказочников, но милые сказочники – это только одна грань их дел и занятий. В реальности они вот как раз коллекционировали всю эту жуть про национальный дух. И если бы не они, то, наверное, бы не было бы ни Вагнера, не было бы ни германской философии. Это в значительной степени и Гегель, и Гейне. То есть база была очень серьезной, на которой вырос германский нацизм. Поэтому он был таким страшным. Но он не причинял вреда человечеству, например, особого вреда, потому что Первая мировая война, когда она происходила, во главе Германии не было того маньяка, того садиста, который мог бы обеспечить такую победоносность, такую армию, такой фанатизм масс, как позже сделал Гитлер. Вот на этом примере мы очень легко можем представить себе, кто такой Путин. И понять, что да, действительно, увы, наше время, когда действительно демократическим путем, когда демократия дает шанс самому истеричному, самому популистскому, самому подлому, самому примитивному прийти к власти, потому что именно человек с таким набором качеств будет ближе всего к огромному количеству быдла, которое желает видеть своего человека на престоле. Понимаете, друг мой Джонатан, если у вас есть 50 миллионов быдла, спившегося, никчемного, лишенного надежды на будущее, нищего, у которого кроме деревянного дощатого сортира во дворе и надежды на то, что появится вечером бутылка и какая-нибудь соседка, не имеющая проблем, если вы имеете такой народ, вы гарантированно будете иметь Путина очередного или Гитлера. Потому что Гитлер ведь тогда пришел примерно в таком же состоянии была Германия, как сейчас Россия. Такая же опущенная, такая же нищая, такая же беспросветная. Это же было... Германия 30-х годов выглядела чудовищно. Для тех, кто изучали историю ее, со мной, я думаю, легко согласятся. Вот, кстати говоря, Джонатан, смотри, сегодня в Петербурге проходит там книжный салон, где собираются писатели, и такой есть один из идеологов. Писатель, ну, нельзя сказать, что он графоман или плохой, он середнячок, такой обычный середнячок. Писатель Прилепин собрал очень большой зал, и, обращаясь к залу, он назвал всех европейцев ублюдками. И есть видеозапись оваций, которые ему устраивает зал.
в ответ на обзывание европейцев ублюдками. Он сказал, что европейцы настроены на то, чтобы убить нас и сожрать. И это корень, я бы сказал, такая квинтэссенция путинской идеологии. Только Путин не может это сделать так ярко. А люди, которые, ну, в силу своего ремесла работают со словом, на это способны. У него И есть бешеные собаки, кто выразит это для него. Ну, типа Соловьев тоже, да, мне да, да, кажется, в да, да, этом роли. да, совершенно верно. Но они ведь а, действительно их культура, их придуманная история, а, их обязывает так думать. Поверьте мне, я ведь прошел через это, Джонатан. Я же все это воздействие русской идеологии испытал на себе, откуда я и знаю все мельчайшие нюансы того, что собой представляет так называемый русский человек. Под словом «русский человек» я подразумеваю и Соловьева, и Симонян, и а, любого другого, скажем так, не этнически, не принадлежащего к этносу. Да, для меня русские – это не национальность, это название секты. Культ, типа. Да, нет, именно секты, потому что только в секте люди так монолитно и так маниакально стремятся думать одинаково, чувствовать одинаково и ненавидеть одно и то же. Не то, что любит одно и то же, ненавидит одно и то же. Нет, и любить тоже, потому что ведь любовь это страшная штука. Давайте сейчас не будем в это дело углубляться. Наверняка у вас есть и вопросы, и темы, которые вам хотелось бы тоже обсудить. Ну, вернемся, наверное. Есть два вопроса, которые выходят от того, что только что обсуждали. Одно– это то, что вы сказали много, даже большинство русских понимает, что происходит. Понимает, что война преступная, понимает, что такие ужасные вещи на самом деле делать в их имен. Типа, понимает ли на самом деле, что украинцы отличаются от России и отличаются на очень много уровнях и вещах. Мне кажется, что вот это не так хорошо понимают. А у русских есть, как у всякого народа, как у всякой секты, есть необычайное высокомерие, потому что у русских самыми популярными словами долгое время были инородец, нацмен. Давайте не будем здесь в эфире перечислять все те оскорбительные наименования, которые русские придумали для обозначения лиц другой национальности. Все эти гнуснейшие слова, которые наверняка слышали и вы, и которые знают все. Но нет народа, для которого русские не придумали бы своего оскорбительного названия. Зато Ну, отношение к украинцам, кажется, отличается. То есть немец– это немец. Это совершенно. Можно в XIX веке видеть столько много оскорблений и так далее против немцев. Украинцы есть, как вы сказали раньше, объект есть не только вожделения. ненависть, есть какая-то любовь, есть какая-то зависть. Они видят и понимают, что есть у украинцев что-то, что у них нету, но они жутко хотят приобрести. А, Я думаю, вы, скажем так, по западной привычке вы усложняете немножечко.
для русского и украинец, и якут, и мордвин, и башкир — это обслуга великого русского народа. Ну, просто это, ну, скажем так, исторически сложившаяся роль Москвы, которая привыкла решать все кровью, решать все силой. Потому что ведь если мы посмотрим, а что, вот говорят, там Россия богата ресурсами, Россия богата недрами. Слушайте, у России нифига нету. У России единственные полезные ископаемые заключаются, может быть, в миллиарде пробок от пивных и винных бутылок, которые... А все, если мы посмотрим, где газ, если мы посмотрим, где нефть, если мы посмотрим, где уран, если мы посмотрим, где никель, мы увидим, что это все это собственность тех малых народов, тех завоеванных и покоренных, и сейчас ограбляемых территорий. Друг мой, Джонатан, 40 миллионов карат, 40 миллионов карат алмазов ежегодно выцарапывает из Якутии, из якутской земли Россия. 40 миллионов. Взамен, если вы не доехали до Якутска, нет? Иркутск, да, ехал, да. Якутск. Якутск нет, Иркутск, да, Якутск нет. Ну вот вам надо побывать. Нет, вы уже, В наверное, Воркута был бываете в зато, там. Якутске, это будет уже небезопасно. Но в Якутске, если вы отойдете с главного проспекта, вы увидите в первую очередь что? Вы увидите в первую очередь теток с ведрами. Эти тетки с ведрами несут дерьмо, человеческое дерьмо на помойку. Потому что даже вот этих деревянных очковых сортиров в этих бараках либо нету, либо они давно уже опасны для жизни. И летом приходится каждый день выносить ведра с фекалиями. Зимой, ну, они выставляют на холодок, и это можно делать реже. Дикость, в которых условия, в которых живет Якутия, она вообще ни с чем не сравнима, потому что по зиме, поскольку водопроводов нет, колодцы замерзают, якуты в селах, в окрестностях Якутска, по всей территории республики пилят на реках оковалки льда. И этот лед завозят к себе домой с тем, чтобы его дробить и употреблять, ну, для жизни, для мытья, для приготовления обеда. Вот наверняка ваш зритель, если вы ему зададите вопрос, сколько в России людей живет без канализации, он не поверит в цифру 40 миллионов. То есть, да. 40 миллионов домохозяйств официально по Росстату не имеют доступа к канализации и пользуются очковыми, вонючими сортирами во дворе. Множество школ, больниц не имеет водопровода, не имеет канализации. То есть Путину бы, конечно, надо было бы начать войну. Ему необходимо было начать войну, но начать войну на территорию России за цивилизацию, за войну с бездорожьем, войну с нищетой, войну с грязью и подлостью. Вот эта война действительно сделала бы Россию великой и привлекательной. Это слишком сильно. Если появятся ногти немножко, можно объяснить так, что Россия — это империя-паразит. Москва — это город-паразит. Элит на самом деле ничего не творяет,
они как-то сплошные паразиты. Можно описать Советский Союз в таком манере тоже. Так, безусловно, абсолютно, но это, ну, нельзя это назвать виной России, это беда России. Это беда, потому что сильно отставшее в развитии государство а, вынуждено было искать свое место под солнцем, вынуждено было заявлять о себе, вынуждено было выживать. А науки нет, культуры собственной нет, ничего нет. Есть жидкость, а, которая очень дешевая и которую можно совершенно безконтрольно расходовать, покупая за эту жидкость. Я не о нефти говорю, я говорю о крови, Крови. о солдатской крови, потому что мобилизационный ресурс, рекруты, крепостные, рабы всегда были собственностью государства. И Россия могла, вот мы видим на примере украинской войны, мы видим, с какой легкостью Россия расходует своих людей. Мы видим, до какой степени любые потери не являются для нее проблемой и вообще не только проблемой, но и предметом обсуждения. Ее это не интересует. У нее есть специальный, многомиллионный запас этого абсолютно никчемного, алкоголизированного быдла, людей, которые ни для чего другого не пригодны. И эти люди являются топливом этой войны, и так было всегда. Поэтому, да, действительно, паразитация – это единственный ее способ существования. Когда я говорю, что украинская война открыла нам глаза на все, открыла нам глаза не только на сегодняшнюю Россию, но и на Россию историческую, на Россию прошлого, когда украинская война нам наглядно всем объяснила ее предназначение и ее роль в мире, то, наверное, стоит понять, что Россия как была, так и будет колоссальной угрозой всему цивилизованному миру. Просто потому, что она не может выживать никаким другим способом, кроме войн, агрессии, оккупации и расизма. У нее нет выбора. И Путин теперь нет выбора. Это война или окончание его режима, кажется. Ну, вы знаете, я полагаю, что если Путина не станет внезапно, такое бывает с диктатором, либо он умрет в силу естественных причин, то, конечно же, на какое-то время передышка возможна. Потому что только у Путина в руке сконцентрировано достаточное количество власти, чтобы продолжать войну, которая, ну, последствия которых уже понимают, потому что вот то, что делает Путин, это абсолютное безумие. Но вот давайте предположим на секундочку, что Россия получает все, что она хочет, что она оккупирует Украину. Представьте себе численность оккупационных войск на всей территории Украины, которая остается мятежной, протестной, горячей. Это не меньше 5-7 для того, чтобы закрыть все тактические и стратегические участки, это не меньше 5-7 миллионов, что абсолютно нереально для России.
Более того, обслуживать эту войну, обслуживать оккупацию будет еще тяжелее, чем обслуживать войну. Более того, такого мобилизационного ресурса, который мог бы позволить поставить в строй, в ружье 5 или 7 миллионов человек, в России нет. Потому что чем дольше идет война, чем страшнее эта война, тем, соответственно, больше нужна внутренняя армия в самой России, карательная, собирающая налоги, подавляющая протесты, обслуживающая и охраняющая вертикаль. То есть примерно вот до такого же количества придется дорастить и численность внутренней армии, которая будет давить изнутри любые проблемы. И тут уже ни одна страна содержать такое количество миллионов убийц и дармоедов, железа и только военную промышленность, никакая, самая богатейшая и благополучнейшая не в состоянии. Поэтому для России было бы, конечно, самым удачным вариантом проиграть войну, увести войска, капитулировать, отлежаться у себя там в своих черных недрах и начать все снова. Но для нее так называемая победа – это гораздо более тяжелый и гораздо более опасный вариант. Даже вот та кастрированная, жалкая победочка, когда она получает несколько украинских регионов. Разрушены регионы, которые никому не Разрушенных, но все выгодны на равно самом деле. там придется держать не меньше миллиона орков, не меньше миллиона тех, кто любит и умеет убивать. И надо Кажется, снабжать их непонятно. оружием. Непонятно это достаточно на Западе у политиков и так далее. И не понимают угрозы от России. Они не понимают, что она не может остановиться. Но пока Трамп не начинает, ну, он говорит, что Путин сумасшедший, но пока Трамп не начинает реагировать на Путин как на обычного уличного гопника, что-то изменится в поведении Путина. Ну, кажется, вряд ли. Понимаете, Путин – это единственный в мире преступник, который при задержании может применить ядерное оружие. И опять-таки виноваты, между прочим, американцы в этом. И только американцы. Потому что только они в эпоху послевоенной эйфории после Второй мировой войны, они до такой степени утратили бдительность, что дали возможность украсть секреты изготовления ядерного оружия. Но это же действительно, если посмотреть всю историю, что Фокса, что супругов Розенберг, действительно была проявлена какая-то дичайшая, невероятная халатность и благодушие. Они были убеждены, что русским дикарям Сталин ведь не интересовался ядерным оружием, вообще никак считал это глупостью. Но он был невежественным человеком. Но, тем не менее, им удалось украсть, им удалось довольно быстро создать эти технологии. И если бы у России не было этого ядерного жала, конечно, и Европа, и Америка легко бы и без проблем бы разобрались. Да, теперь проблема России очень тяжелая, потому что это ядерное жало необходимо вырвать. И вообще необходимо, если человечество по каким-то непонятным мне причинам собирается жить дальше вообще,
то, наверное, ему придется этот вопрос решать. А другое дело, что решение этого вопроса стоит гораздо больше, чем сейчас люди себе представляют. Но до тех пор, пока человечество не заплатит истинную цену за решение этого вопроса, вопрос не будет решен. Это жестокие слова, но, простите, я вынужден был их сказать. Конечно. Ну, еще проблема в том, что, похоже, Трамп сделал мало шагов в пользу Украины с момента вступления в должности. Все в пользу России Путина, бесконечные уступки и умиротворение. Да, и здесь Трамп превращается в соучастника Путина, потому что вот последняя бомбежка, когда были убиты дети, когда были, я имею в виду позапрошлой ночью, когда погибло очень много старушек, почтальонов, домохозяек. Вот эта кровь уже забрызгала и башмаки Трампа, потому что если бы не его э, удивительное бессилие, которое он сам и подчеркивал, то Путин бы не охамел и не обнаглел бы. Путин все равно как битый пес. Он поджимает хвост и периодически смотрит, как отреагировали в Вашингтоне. Увидев благодушие и бессилие Трампа, конечно, он хамеет, конечно, у него начинает течь эта слюна бешенства, и он идет на новые военные преступления. И проблема Трампа в том, что у него нет грамотных консультантов, которые... И он не очень любит консультации, он не вникает. Он полагает, что ну, это чисто американская история, когда американский интеллектуализм предполагает решение вопросов без углубления в том, в то, чем эти вопросы являются. Вот он не любит вникать и не понимает необходимость вникания. Сейчас история назначила ему роль, которая обязывает его вникнуть, обязывает его полностью владеть этим вопросом. Способен ли на это Трамп? Не знаю. Но не поняв, что такое Россия, не поняв того, что это вечная угроза цивилизации, он не сможет сделать правильных шагов. Он будет все валить на сумасшествие Путина. Он будет валить на ершистость Зеленского и на неудобность Зеленского. Ну, наверное, вообще замечать какие-то... Да, мы все понимаем, мы многое знаем про Украину. Поверьте, я знаю, наверное, больше всех. Мы все понимаем, что там есть свои язвы, есть свои проблемы, есть своя коррупция, есть свои недостатки поведения. Но знаете, когда ну, у вас на глазах заживо расчленяют ребенка, заниматься обсуждением того, что у ребенка неправильно повязан бантик, это может только последняя сволочь. Конечно, он это повторяет снова и снова. Это отвратительно. Наверное, это последний вопрос. Это первый эпизода. Российские солдаты совершили ужасные военные преступления, так как вы начали там объяснить. Как вы объясните их действия? Что важнее, нищета и невежество, отступление морального кодекса или тот факт, что они пользуются безнаказанностью, будучи санкционированными властями, но наше совершение преступления.
Ну, я думаю, что поощрение геноцидарных действий, поощрение геноцида, безусловно, было озвучено, и оно присутствовало в настроениях командиров, генералитета. Мы видим, как Россия вторгалась, мы видим, что именно первые месяцы вторжения были месяцами наиболее яростного геноцида. Мы видим Бучу, мы видим безжалостное истребление. Ну, понятно, что это истребление объяснялось необходимостью запугать население, но на самом деле российские солдаты действовали с откровенным наслаждением. Но тут очень сложно, поймите, все солдаты мира во время любой оккупационной захватнической войны всегда предельно жестоки. И не надо здесь думать, что российские более жестоки, чем и более подонисты, чем любые другие солдаты любых других армий. Я не могу вспомнить ни одной армии, которая воевала бы по, скажем так, в белых перчатках, сохраняя белизну этих перчаток. Так не бывает. Тем не менее, это было в те века, когда это было абсолютной нормой. Но сейчас 21 век, и мы все прошли цивилизационный путь, Россия его не прошла. Поэтому варварские методы и дикие методы ведения войны, поймите, для множества людей это единственный способ реализоваться. Человек вообще страшная гадина. Вообще, в принципе, в силу своей жуткой эволюционной истории. И преодоление в себе вот того животного, которое на самом деле сидит в каждом из нас, в конструкции мозга каждого из нас закреплено, то пещерное, то первобытное жуткое существо, ибо формировался человек тогда биологически и церебрально, то есть конструкционно, мозгово он формировался тогда. Была изобретена культура, были изобретены социальные отношения, которые очень часто вступают в конфликт с природой человека, и на войне побеждает природа человека, а не социальные и культурные нормы. Безусловно, орки Путина, ну и плюс не забывайте, что война еще дает наслаждение насилия над женщинами бесконтрольного, и это обязательная часть любой войны. А у Но русских на это этом вообще... масштабе и Да. систематично, как мы видим у России, это все-таки отличается. Я, вот поймите, я никогда не говорю, я всегда говорю только то, что я знаю, и знаю точно, и где я могу оперировать какими-то доводами и цифрами. Я не занимался вплотную вот этим сопоставлениями, но тем не менее я вижу и бесконечную жестокость персов к грекам во время греко-персидских войн. Я вижу а, исключено, вот может быть, вот место, где не было, вот те немногие войны, где не было жестокости, свирепости в отношении друг друга, это очень немного, это Малатеста, это Гатта Мелата, это итальянские наемники, это итальянские кондотьеры, которые действительно очень часто вели свои войны играючи и очень дружелюбно к населению. Да? Потому что мы знаем, что в знаменитой битве при Ангиаре, огромном военном событии, в баталии было убито 4 человека. Да, и то из них двое были убиты, а двое просто задохнулись под тяжестью доспехов, были затоптаны. Но вообще все войны и все армии – это всегда
это всегда вопрос только в том, чтобы не выпустить эту войну на свободу. Война и должна сидеть в клетке под 10 замками. Война всегда с нами, а жуткие качества человека никуда не деваются. Вопрос только в том, чтобы не открывать эту клетку. Путин открыл клетку, и теперь и он не управляет этой войной. Не управляет и не может заканчивать. Нет, а он как только ее закончит, он закончится сам. Они уже срослись, Россия уже нашла себе занятие. И если сейчас эта война прекратится, Россия снова почувствует, что ей нечего делать, у нее нет другой роли. И тогда разгорится пламя уже внутри самой России. Поэтому у Путина выбор один: либо он с выпущенными кишками висит на фонаре, либо он продолжает войну. Он продолжает войну, разумеется. И никто не намерен его остановить на самом деле из Запада. Понимаете, ведь когда я здесь, на Западе, мне говорят, как остановить войну, как остановить это жуткое, глобальное, чудовищное, всемирное событие, которое грозит перерасти в катастрофу человечества. Я всегда говорю, для того, чтобы остановить эту войну, нужна всего одна маленькая пуля. Одна маленькая пуля, просто эта одна маленькая пуля должна прилететь в один единственный лоб. Это война, которая останавливается одной пулей. И это единственное, что мы можем сегодня найти оптимистичного в этой ситуации. Ну, опять же, Но никто почему-то она готов. не прилетает и не Да. прилетает. Хотя мы знаем, что спецслужбы Запада, что, скажем так, те возможности, которые есть у разведок, у, ну, скажем так, тайных организаций, они позволяли решить этот вопрос просто и относительно бескровно. Тем не менее, этого не происходит. Почему? И Только есть. потому, только потому, что люди, мир, Европа, человечество не до конца отдают себе отчет в том, что происходит. Насколько это все пахнет глобальной кровью и глобальным пламенем. Просто потому, что есть вектор. Мы видим, война не останавливается. Мы видим, что все большее и большее количество интересантов и ненависти генерируется. И все думают, что произойдет чудо, встретятся, подпишут, обнимутся, понимаешь, и начнется торговля, заработают механизмы совместных предприятий. Нет, война не остановится. И если Путин интересно было торговля, бы не начал войну с самого начала, я бы У сказал. него была возможность сделать Россию исключительно соблазнительной для всего мира страной. У России есть только одно преимущество перед остальным миром – это удивительный пофигизм в отношении закона. И Россия могла бы стать той территорией свободных нравов, свободной торговли, свободных отношений, свободной от официальной и от прочей жути территории, которая была бы соблазнительна для всех проходимцев мира, для всех авантюристов мира, для всех барыг, торговцев, для всех, кто желает заработать и прославиться. А этих людей все равно 70% на земле.
Вот такого типа. Поэтому у нее была возможность начать совершенно иную как бы летопись своей истории в 21 веке, в 20 веке. И действительно стать очень популярной страной. Эта возможность упущена навсегда. С этим кончается первый эпизод. Александр, вам спасибо большое. Я думаю, что все зрители оценивают ваши ответы. Есть очень много о чем думать тоже. Но вы очень, я бы сказал, грамотно вели этот разговор, и не надо здесь перевешивать на меня лавры. Это ваших рук дело.